Я буду поваренком. That's what I'm going to be your assistant. Okay, good. Alright, so I hope everyone has some energy back after a nice long lunch. Realize it's not as quite as healthy as what I should. Я надеюсь, что каждый из вас набрался энергии после нашего здорового ланча. Насколько я успел заметить, он был не для всех слишком здоровым. But there is importance in loading up on energy before a meeting too. Но это очень важно запастить энергией перед второй сессией, очередным митингом. So, start off, my name is Mэтт. I am the chef at Delится Life Science Community. Меня зовут Мэтт, и я работаю в научном центре Делится. And if you met me 4 years ago when I first came to Sweden, this is who you would have met. Если бы вы меня встретили где-то года 4 тому назад, в таком виде вернее, так я выглядел, и в таком виде я приехал в Швецию. At a young age, I think I was only 26 at this point. В то время я был достаточно молод, где-то мне было 26. I say I lived a life full of excesses. И я, в принципе, жил достаточно обделенной жизнью в то время. I didn't think about health, nutrition, or what I was doing to my body. И в то время я абсолютно не задумывался касательно здоровья, здорового питания и вообще, что происходит и что я творю со своим телом. At this point, I got myself to over 150 kilos. И в то время я нагулял где-то более 150 килограммов живого веса. The person you see right there wasn't happy. Wasn't happy. И я не был на самом деле счастлив. My entire life, since I was a child, I had struggled with weight. И если честно, то с самого раннего детства я боролся с лишним весом. It affected not only my health, и это влияло не только на состояние общего моего здоровья, but also self-confidence and self-esteem. И также это значительно ухудшало мою уверенность в себе и самооценку. Through basic lifestyle changes over the last 4 years, I've lost a lot of this 150 kilos. И просто поменяв базовые принципы и устремившись к здоровому образу жизни, за эти 4 года я потерял очень многие килограммы из тех номинированных 150. In fact, by today I've lost almost 70 kilos. I'm almost half the man I used to be. И на самом деле я потерял, если быть точным, около 70 килограммов, и сегодня я практически половина того, кем я был. Thank you. I made these changes, some basic lifestyle choices. И как я уже сказал, что мне эти драматические изменения помогли сделать базовые изменения, которые совершил в своих привычках и к жизненному подходу. These include diet and exercise, naturally. Конечно же, диета и естественные упражнения. But also, actually, during these last years, I've included the wellness natural balance shake as part of my daily routine. И, конечно же, wellness shake стал неотделимой частью моей жизненной культуры. I've been using these throughout the years to help me keep from getting hungry throughout the days. И, в принципе, это был для меня так называемый страховочный материал. Наш шейк служил мне достаточно хорошей страховкой от того, чтобы удерживать себя от сильного чувства голода. For me, when I get hungry, it's extremely difficult, even today, to satisfy this hunger. И я буду с вами откровенен, даже сегодня, когда я становлюсь слишком голодным, мне крайне тяжело управлять этим чувством. But if I'm able to prevent from getting hungry in the first place, I can control it much easier, which is what the shakes do. Но если я буду себя удерживать от вхождения в состояние сильного голода, тогда я могу справиться со своими инстинктами, что я делаю сегодня. Now I'll start giving you an idea of what we do at the Delится Life Science Community to help other people get this lifestyle. И сейчас я вкратце опишу то, чем мы занимаемся в научном центре Делится для того, чтобы научить других людей совладать со своими привычками и научиться жить здоровым образом. Here we have examples of a variety of different foods you can incorporate into a healthy life. И, в принципе, на этой фотографии изображены примеры образцов той здоровой пищи, которая может быть включена в дневную диету каждого из нас. We're not using space-age food. We're not using complex things or hard-to-find things. We're taking the food you can find everywhere. И у нас очень простой подход в этом смысле. Мы не ищем ни какие-то уникальные пищевые добавки, какие-то космические еды. Мы употребляем дневные продукты, которые каждый из нас может легко приобрести
и которая обычно употребляется каждым из нас каждый день. We're looking at whole grains and vegetables. Мы смотрим сейчас на немолотые крупы и овощи. Fresh fish. Свежая рыба. Even some berries and some bread and some pasta. И, конечно же, в том числе некоторые виды ягод, свежий хлеб и паста. Here's kind of some examples of ways to incorporate healthy steps into your lifestyle. Sorry, И сейчас некоторые шаги, которые необходимо предпринимать для того, чтобы прийти к сбалансированному, здоровому образу жизни. My Ukrainian isn't as good as it used to be, so I have to go to my cheat sheet a little bit on this one. И мой украинский, к сожалению, немножко ухудшился, поэтому вынужден к шпаргалке обратиться, сказал Мэтт. The first one is eat a large variety of fruits and vegetables every day, of various colors. Первое, старайтесь есть и как можно более разнообразную палитру фруктов и овощей. The reason for this is the various colors of vegetables all have different vitamins, minerals, nutrients. И здесь подходит принцип, так сказать, радуги, это мое добавление, потому что овощи разного цвета имеют в себе разные ингредиенты, разное количество содержания витаминов, поэтому они дают нам полную гамму тех необходимых веществ, которые мы должны с вами потреблять. If you only eat red vegetables, you only get some of it. Если вы сконцентрируетесь на овощах красного цвета, естественно, вы получите только лишь часть из этой палитры. Only green, you only get those. Зеленые – другую часть. But not every day, but throughout the course of the week, if you include as many different varieties as you can, you'll get better, more complete nutrition. Но это не значит, что каждый день мы должны, так сказать, всю гамму красок в овощах потреблять. Но если в течение недели мы будем стараться разнообразить цвета употребляемых овощей, это значит, что в конце недели мы получили тот необходимый добавочный рацион витаминов и микроминералов, который нам нужен. The other thing, whether you're trying to lose weight or just live a healthy life. И, в принципе, уникальность этой методики и ее простота в том, что она относится к категории граждан, которые намерены и хотят потерять вес, а также ко всем остальным, кто просто хочет жить здоровой жизнью. You still need a certain amount of food to keep you full and help you avoid these cravings and sugar temptations. И несмотря на все изыскания, каждому из нас необходима определенная доля пищи для того, чтобы не чувствовать чувство голода, не подвергаться приступам голода и чувствовать себя наполненным энергией. For this reason, we encourage eating a large amount of vegetables at every meal. They have very few calories and help you feel very full. Поэтому мы рекомендуем есть как можно больше овощей практически в каждый прием пищи, потому что много полезных веществ, мало калорий, и они помогают вам уберечься от чувства голода, то есть вы действительно чувствуете себя насыщенным. The second one, and also an important one, is replacing your white rice, white potatoes, white noodles, and white bread with whole grain or brown varieties. Второй принцип очень простой, что все, так сказать, белосоставляющие, рис, хлеб, крупы, заменить на более темные аналоги. Это коричневый рис, то есть дикий рис, темный хлеб и так далее, потому что это более натуральная, более ценная по своим компонентам содержащая пища. The same idea stays with grains as it does with vegetables. И тот же принцип с крупами, со злаками работает, тот же принцип, что и с овощами. The more natural and intact it is, the closer it is, the less it's been done, and once it's taken from the field, the more nutrition it keeps. Принцип очень простой. Чем менее обработанные являются эти продукты по сравнению с теми, в каком виде они были, так сказать, непосредственно сняты с поля, тем больше в них полезных веществ, микроэлементов, тем более естественной и полноценной является эта пища. Whole grains retain all of their fiber and better complete nutrition. Необработанные злаки, крупы содержат в себе гораздо больше тех полезных веществ, которые нужны, чем обработанные варианты. When you begin to refine a grain, either making it white rice instead of brown. К примеру, когда вы начинаете обрабатывать рис и делаете его белым вместо коричневого, каким он был изначально.
or turning these grains into flour and then into bread or pasta. Либо берете непосредственно зерновые, перетираете их в муку, потом из этой муки делаете хлеб либо пасту. You make it easier for your body to be able to digest that, and it turns these things into sugars. В принципе, вы делаете несколько вещей. Первое, вы однозначно делаете эти продукты более легко усвояемые для вашего тела. Но вторая сторона процесса, что эти продукты легко трансформируются в сахар. Wars have almost been started trying to remove bread from the diet, so that's why we always say with bread, pasta, everything, moderation is the key. И на самом деле крайне сложно убрать полностью из диеты пасту, хлеб и, скажем, хлебобулочные компоненты, поэтому мы говорим, будьте сдержаны, просто будьте сдержаны в их употреблении. The next one is limiting the amount of saturated fat in our diets. Следующий очень важный пункт – это снизить потребление low saturated fat. So we need fat in our diets the same as protein and carbohydrates. Снизить содержание потребления жиров в вашей еде. So now we need to look for sources of good ones instead of the ones that we're used to. И не секрет, что жиры являются столь же неотъемлемой компонентой в полноценном питании, как белки и углеводы. Однако давайте сейчас попытаемся разобраться и найти здоровые источники жиров для нашей диеты. Saturated fats are simply the fats that are more solid at room temperature, such as the bacon or butter, and then fats, things like a steak. Насыщенные жиры – это те жиры, которые начинают распадаться при комнатной температуре, вот, ну и потом, как следствие, наверное, не всегда приятные, так сказать, запахи, которые сопутствуют эти процессы. Это, к примеру, бекон. В нашем украинском контексте это национальный легендарный продукт сала и так далее. And you can change this by making simple changes in your diet. What we encourage is eating your chicken without the skin, replacing butter with olive oil or things like this. И, в принципе, достаточно небольших усилий требуется для того, чтобы жиросодержащие компоненты нашей диеты из неполезных перейти в категорию полезных. К примеру, если мы употребляем куриную грудинку, не поленитесь, отделите кожицу, в которой много жиров. Если это масло, к примеру, коровье, да, наверное, так правильно сказать, то возьмите оливковое масло, оно гораздо более полезно. Вот такой сознательный подход достаточно быстро и очень эффективно улучшает качество жирокомпонентов нашей же диете. So we emphasize fats coming from tasty fats coming from nuts, fish, vegetable oils. И мы знаем, что вкусные жиры содержатся в орехах, в рыбе. The next two on the list quite possibly are two of the most important things you can do. Two of the easiest too. First one is to eat 3 main meals a day and at least 2 snacks in between, 2 healthy snacks in between. Следующие советы достаточно просто последуемы. Первое. Необходимо иметь 3 основных приема пищи в течение дня и 2 промежуточных приема. Такие так называемые снеки, закуски, перекусоны, как угодно называть. Too many people, myself including, skip meals. Think that they can cut calories by just missing one. И многие люди, в том числе и я, мы стараемся сократить количество приемов пищи, тем самым обманывая себя в том, что мы таким образом снижаем количество потребляемых калорий. When I was a chef back in the U.S., even though I had food around me all the time, I never ate throughout the day. И вспоминая свою практику работы с шеф-поваром в Соединенных Штатах, имея практически неограниченные запасы еды вокруг себя, я никогда ее не ел. I'd walk around and say I don't have time, and I'd grab a liter of Coke to give me the energy that I needed. И я обычно ходил вокруг и говорил, у меня на это нет времени, я просто брал литр Кока-Колы, которая на самом деле взвинчивала, так сказать, мое состояние, и на этом все заканчивалось. Then when I'd leave work at 12 or 1 o'clock in the morning, naturally I was starving.
И когда я уходил с работы где-то в полночь, в час ночи, то на самом деле я был ужасно голодный. I would run by McDonald's and pick up enough food to give me enough calories for the entire day. И, конечно же, я бегом устремлялся в Макдональдс, набирал огромное количество еды, которое заряжало меня как бы на сутки вперед, и на этом вся история заканчивалась и повторялась. I never realized that I was filling myself with calories without any nutritional value. И, к сожалению, я абсолютно не осознавал в то время, что я наполняю себя бешеным количеством калорий, тем самым лишая себя элементарного набора необходимых питательных веществ. Which gave me sugars highs and lows throughout the day, affecting my focus, concentration, and productivity. И на самом деле, что происходило, это инфлировало, увеличивало содержание сахара в моей крови, держало меня, так сказать, в этом состоянии целый день и лишало меня фокуса, энергии и так далее. Now I make it a priority, a choice that every day I have to wake up and have something almost immediately when I wake up. Мои привычки изменились. Вам интересно, что я вижу, некоторые в дрему впали в такую, да? Может, я убаюкивающе перевожу, да? Нормально, да? Sorry, I just woke up a bit. Чуть-чуть живее. Мне живее или Нассе живее? Мне живее, окей. I need to be more, okay, more energetic. I knew it wasn't me. Окей, я знаю, это не я. Окей. So, let me translate. Сейчас привычки Масси изменились. Первое, что он делает, когда он просыпается, он начинает что-то есть. And again, after breakfast, I knew, in between meals, I knew that I'd get hungry, but I'd try to skip eating and then eat bigger lunches, bigger dinners. И если ранее я понимал, что я как бы дожидался ланча и до того времени я становился голодным, я не позволял себе ничего есть между завтраком и ланчем, то сегодня мои привычки другие. I would skip the 65 calories I got from a natural balance shake. Я в то время просто не употреблял Natural Balance Shake и не пользовался теми 65 калориями, которые я получаю сегодня от заряда коктейля. And then I'd put an extra 150-200 calories in me at lunch or dinner. И тем самым я как бы вгонял себя в ситуацию, когда я потреблял лишние 150, 200, 250 калорий во время ланча. It came to the point to where I told myself I have to eat a snack every day in between meals, hungry or not. И я дошел до определенной точки, когда я себе заявил решение о том, что я должен нормально питаться, я не должен сгонять себя в чувство голода и должен иметь промежуточную подпитку. It's a simple thing to do, 30 seconds to mix the shake, and can make your day so much easier to go through. И на самом деле это всего лишь полминуты для того, чтобы приготовить шейк, но это дает гораздо больше энергии и позволяет прожить день гораздо более насыщенно и плодотворно. Be filled with more energy from my experiences, and you'll be less tired throughout the day, which is something that I definitely feel if I miss it. И сегодня я могу четко заявить, что таким образом питаясь, вот так по-здоровому, употребляя коктейль, я чувствую себя в хорошем энергетическом уровне, и, естественно, мои дни проходят более гармонично. So, and brings us to the last one, which is at least 30 minutes of motion every day. И последний принцип – это как минимум 30 минут движения. I'll add up. Мы проговаривали приблизительное содержание презентации с Мэтти. Я сказал: Мэтти, а если я бы взял это за совет самому себе, можно ли желание засчитать за 30 минут, так сказать, мышечной активности? Chewing, that's what I said. Chewing can count, I suppose, if you do it hard enough. Да, в принципе, можно, если вы достаточно агрессивно живете, то нормально. Okay. But the thing with motion is, I'm not talking about forcing yourself in the gym every day, lifting heavy weights or running marathons. И если я говорю о движении, это не значит, что я представляю себя либо вас в зале, тяжело тренирующимся, поднимающим большой вес и так далее. Ни в коем разе. I'm talking about doing whatever it is you enjoy doing, bicycling, swimming, going for a walk. И я говорю о тех видах активности, которые вам нравятся. Это велосипед, плавание, просто прогулка. In fact, I'd say, simple walking is so productive that of the 70 kilos I've lost, probably 68 of them are just from walking. Открою вам секрет, что на самом деле просто ходьба является достаточно полезным спортом, потому что из 70 потерянных мною килограммов 68 однозначно приходится на ходьбу.
And finding that time to go for a walk could be whenever it fits into your schedule. И я думаю, что можно всегда найти время для прогулки, которое будет хорошо вписываться в ваше дневное расписание. Personally, I take the time while I'm at work, when everybody else takes their coffee breaks throughout the day. I go out for a quick walk. И, в принципе, я использую те промежутки, которые есть в нашем рабочем расписании, когда все пьют кофе. Вот я иду и занимаюсь, так сказать, спортивно-оздоровительной ходьбой. And since I have no other responsibilities, I don't have a family to be responsible for when I get home, I throw my stuff in the apartment and go for another 30-minute walk. Ввиду того, что я еще пока не имею семейных обязанностей, у меня еще нет семьи, поэтому вечером у меня тоже есть достаточно свободного времени. Я пришел, бросил свои вещи и пошел прогуливаться. It could be anywhere you can fit it in, and as much time as you can fit it in. It could be 6 5-minute walks a day, or it can be 2 30-minute walks a day. Я думаю, что каждый из нас может найти время, как минимум до 2 5-минутных прогулок, либо 1 30-минутной. Мы сами себе судьи, это наш выбор. So now that you kind of know the ideas of how we create food, the importance of different foods in your diet. И сейчас у вас наверняка уже структурировалось понимание того, что какая еда полезная, что следует есть и как пользоваться физическими упражнениями. I'll show you some pictures of different meals you can have throughout the day that can help in leading a healthier lifestyle. Ну, а сейчас это уже мое добавление. Самое интересное, сейчас будут показаны картинки, цветные наверняка, полезной еды, которые можно, к примеру, употреблять в течение наших занятых рабочих дней. So first here we have an example of a healthy breakfast. Первое оживление в зале пошло, да? Нормально. I'm assuming that quite a few of you travel a lot and stay in hotels such as this one. Достаточно простой пример здорового завтрака. Каждый из нас достаточно много путешествует. К примеру, отель похожий на наш отель. And when you're on the road, you have lots of opportunities to eat the healthier and unhealthier foods. И когда вы в путешествиях, то возрастание возможностей одинаково, вернее, возможности одинаково возрастают как по употреблению здоровой, так и не очень здоровой. But in fact, most places offer both. Но если быть честными, то многие места предлагают нам выбор из 2 категорий: здоровый и совсем здоровый. This morning, I ate almost identically this breakfast upstairs in the buffet. Сегодня утром я был на завтраке и съел практически идентичный завтрак на картинке. Which is the same breakfast that I eat at Eagleos almost every day. И приблизительно то же самое ем в Эгелёзе каждый день. You can see in the front we have yogurt. Йогурт – один из компонентов. The important thing here is we find one that's unsweetened and natural. И очень важно, чтобы этот йогурт был не подслащен, был, так сказать, естественный, без красителей, без добавок. As I was just talking with a group of ladies out there during lunch, if you want berries in it, add berries. Навеял, так сказать, по мотивам разговора с вами уже, леди, во время ланча, если у вас есть желание употреблять ягоды, пожалуйста, себе не отказывайте в этом. Instead of getting artificially sweetened things, just put the natural thing in there. If you want berries, add berries. If you want fruit, add fruit. Старайтесь избегать искусственных подсластителей. Хотите естественные сладости в виде ягод? With this one, we also have a little bit of muesli added to it. И немножко мусли мы добавили в этот завтрак. And with all these things, we again look for one that we make our own, but we look for ones if we buy or if we advise other people, look for ones with not so much refined sugar added to it. Just get something that's grains and nuts and seeds. Некоторые из нас могут это делать в домашних условиях. Если нет, большинство из вас идет в магазин. Пожалуйста, смотрите на то, чтобы содержание сахара, красителей и добавок в этих мюслях было как можно меньше, чтобы они были ближе к натуральному естественному продукту. Next, there's something that most people in probably throughout the world are not used to eating with their breakfast, and I know when I got to Sweden, I definitely was, and that's vegetables. И в культуре многих стран потребление овощей на завтрак отсутствует. То же самое было и со мной, когда я впервые приехал в Швецию и начал жить в Эгелёзе. So again, at every meal,
Every meal, we encourage people to eat as many raw vegetables. You get your nutrition, you get different vitamins and minerals. For breakfast, it takes just a few minutes to put together. Но мы продолжаем настаивать на своей концепции, что с каждым приемом пищи нужно есть как можно больше разнообразных овощей, которые дают все уже выше обозначить. And again, it adds substance to your breakfast without adding lots of extra calories. И на самом деле это тот объем к вашему завтраку без добавления лишних калорий. Next to it, you can see we have actually an egg in our breakfast, which some people ask, are eggs healthy or unhealthy? Также вы видите яйцо здесь, и некоторые люди терзаются сомнением, насколько это здоровая компонента завтрака. We always say you find balance in eating the whole egg. You get the good, the bad cholesterol. But if you boil it too, you also prevent adding added fats, to keep it as natural as possible. В принципе, яйцо само по себе, это мое добавление, является единственной борьбой противоположности, потому что там есть хорошие и не очень хорошие компоненты, но для того, чтобы увеличить или уменьшить количество плохих компонентов, желательно употреблять яйцо в вареном виде, не жарить его, тем самым избежать завышенного употребления жиров. And then in the back we have some very thinly sliced, lean turkey or ham. И на заднем фоне, как картину, да, like a picture, yeah? Exactly. A painting. Yeah? Exactly. На заднем фоне мы видим тонко нарезанные ломтики, индюшачьи грудинки, вот, либо другого мяса, например. So we layer all these things so you get everything that you want out of a meal, out of a breakfast, but just the right amount of it, without in as healthy a form as it can be. И если все, так сказать, представить все эти продукты, которые вы видите, то в принципе из них можно выбрать все то, что вам нужно в здоровом виде для здорового завтрака, для здоровой жизни. And what some of you might be thinking is, is there bread in this picture? Actually, there is a very thinly sliced piece of bread, and in the back. И вы можете себя спросить, есть ли хлеб? На самом деле, те из вас, кто обладает хорошим зрением, могут увидеть спрятанным за сыром тончайший кусочек темного хлеба. As you can see, it's not the focus of the picture, it's not the focus of what we do at Eagleosa. И на самом деле символично то, что хлеб не находится в фокусе на этой картинке. Это он находится в фокусе нашего здорового концепции здорового питания в Eagleosa. But again, you have to have the things you want to have. Not just the things that you should have. И еще очень важный принцип, что вы должны есть на самом деле то, что вам хочется есть, а не то, что вам нужно есть. Это еще одно парадоксальное заявление. It's kind of paradox. Yeah. Okay. So the next thing we have is one of the traditional meals, one of probably the most common ones we have at Eagleosa, kind of our ideas, our philosophy on a plate. Okay. И здесь есть достаточно базовая еда, можно сказать, что это сакраментальное блюдо из Eagleosa. I think most places in the world you go to, one of the most common meals you can grab on the streets. I know just walking up and down here, I found at least 2 or 3 places serving, even a McDonald's, serving burger and fries. Эта еда универсальная, сегодня стала уже международной, практически в любых местах мира, в том числе я увидел и в Донецке. Вот можно купить хамбургер и жареную картошку. So we said, when I want to have a hamburger, how can I do it without loading myself with saturated fats, deep-fried, fast-acting carbohydrates, sweet ketchup, all these things? И мы задались достаточно непростым вопросом. Если мне хочется хамбургер, как сделать так, чтобы я не загружал себя насыщенными жирами? Как сделать так, чтобы картошка была приготовлена не в кипящем масле, не содержала это огромное количество нездоровых углеводов и так далее? So the first place we started was with the hamburger. Мы начали наше исследование с хамбургера. And again, we replaced, to make it better, we replaced the usual ground beef with chicken, lean chicken. Секрет заключался в том, вы готовы принимать секрет? Да. Мы заменили говядину на курицу. Okay, and then again,
to make it just a little bit better for you, we added whole grains to the mix here to get whole grains, better nutrition everywhere, along with vegetables. И также мы добавили, чтобы вкус был лучше и еда была здоровее, в булочку мы добавили не помолотую, муку крупного помола, давайте так. И изготовили булочку из этой полезной муки. And then we replaced the deep fried potatoes for French fries with oven roasted root vegetables. И мы заменили, как это ни прискорбно, жареную в масле картошку на испеченную картошку и другие овощи в духовке, запеченные в духовке. You can use any root vegetables you like. В принципе, можете употреблять любые овощи, морковку, carrot. Yeah, carrots, parsnips. И другие. Here we have sweet potatoes to make it even more. Здесь на картинке вы видите непосредственно сладкий картофель. Which is a root vegetable, not related to the potato. На самом деле это не есть, он не принадлежит группе картофельных, если такая существует. Вот, это другая группа растений, но называется сладкий картофель. And we even came up with our own ketchup recipe to get rid of all that added sugar and salt from that. У нас даже есть уникальный рецепт здорового кетчупа, без вредных компонентов. Next up, during lunch I got a lot of questions about soups as well. Во время ланча я получил очень много вопросов касательно супов. And that actually works out well because на самом деле это клевая компонента. National symbol. Exactly. Национальный символ. If you tried this, I may have butchered and killed your national symbol, but it's my try. Если вы это попробуете в полном виде, то есть шанс, что оно вас очень скоро убьет. But we think that soups are a great part of a nutritious and healthy life. Но мы на самом деле верим в то, что супы являются очень хорошей, здоровой и неотъемлемой компонентой здоровой диеты. You can take all varieties: meat, fish, beans, grains, vegetables, as many you want, and combine. Вы можете делать любые комбинации из овощей, круп, зерен, бобовых, рыбы, мяса и так далее. So, for example, for our borscht, we take tough pieces of flavorful meat with little fat on it and cook it for a long time to get the flavor. I'll add on myself. На самом деле в Эгелёзе пытаются обхитрить украинскую природу. Они берут мясо, отрезают самые вкусные жирные кусочки и потом, слушайтесь внимательно, долго варят его для запаха. And then we load out the soup with lots of vegetables, beets, cabbage. И, конечно же, мы добавляем очень большое количество разных овощей в борщ, чтобы. And I think perhaps it's traditional to have some sour cream or creme fraiche with the borscht. Yeah. Well, so we replaced that higher fat, 40% fat creme fraiche with a lighter yogurt. Окей. Еще одно, пардон, издевательство над борщом. Это моя трактовка в таком комическом виде. Сметана, которая у нас традиционно принята есть борщом, я однозначно заявил, сказал, что да, они заменяют на низкий жиросодержащий йогурт. I know it's crazy, but я знаю, что это сумасшествие. I use higher fat, 10% yogurt, so it has a little bit of the creaminess. Ну, в принципе, 40% сметана либо 10% йогурт, это, конечно же, дает разницу. But the idea with soup is that you can eat by putting a little bit of meat along with lots of vegetables, even grains, with a lot of water. You can create a big meal with very few calories. На самом деле идея заключается в том, что абсолютно немного мяса, мало жиров, много различных овощей, злаков, низкожиросодержащий йогурт. Есть возможность съесть большое, вкусное блюдо, при этом получить много полезных веществ и мало калорий. I mean, along with borscht, you can do a variety of different ones. We do them with soups with beans, soups with lentils, soups just vegetables, chicken soup, any number. И, в принципе, этот принцип можно применять для приготовления других супов.
brings us to the end. 20 minutes. So. Yeah. Sorry. Luckily, a lot of people are also asking me about desserts during lunch, and actually this goes into all the principles I talked about at lunch. Также очень многие спрашивали меня касательно того, как относиться к десертам. Господа, секундочку, я сделаю объявление. У нас сейчас не будет второго ланча после этой аппетитной лекции. I said we're not going to have second lunch after this very appetized presentation. But this one is called the Queen's Cake. It's named in honor of a cake designed for when the Queen of Sweden came and visited Igelösa last fall. Уникальный случай, на самом деле, уникальный рецепт. Называется королевский пирог. Рецепт специально был изобретен в Игелöse к случаю визита шведской королевы в прошлом году в этот научный центр. So this cake, which is kind of a little bit lighter version of a very heavy American cheesecake. И на самом деле это легкая версия традиционно известного тяжелого американского чизкейка. It's based off a recipe for a cake made with yogurt, which is very light. И он сделан на основе йогуртов, поэтому он очень легкий. And people are asking, well, how do you make desserts without adding a bunch of sugar to it? How do you make something healthy without making lots of honey and making it overly sweet? И люди не останавливаются в попытках узнать, как же нам удается приготовлять десерты без высокого содержания сахара, меда и других вкусных, но крайне неполезных вещей. And that's exactly what I did with this one, is what they asked. I replaced the sugar. I kept a minimal amount of sugar and replaced most with things that taste sweet. Что я делал? Мой подход, я заменил как можно большее количество сахара теми вещами, теми компонентами, продуктами, которые имеют сладкий вкус. This one's flavored with vanilla and fresh lemon skin, and juice. Okay. И в этом специфическом десерте достаточно высокое содержание ванилы, лимонной корки, lemon and what else? Vanilla. I said it. That's about it. Yeah, so it's very simple, very easy, but очень простой подход. You eat it and you think sweet, you taste sweet, but there's nothing sweet to it, just memories of what sweet things usually taste like. На самом деле весь фокус в том, что вы кушаете этот десерт, он сладкий, но в нем очень мало сахара. So these are all examples of the way we cook and eat at Igelösa, incorporating healthy things into our life every day, hopefully to just have a more well-full life. Это лишь некоторые примеры о том, как мы готовим в Игелöse для того, чтобы здорово питаться, здорово жить и получать радость от того, что мы делаем. Open it up to any questions at this point. Дамы и господа, вопросы и ответы. Could you share a recipe? You know, hey, that's a fantastic question. I didn't bring any recipes with me, but we recently launched our website. You can get all the recipes, I think, here at our website, igelösa.com. Рецептов с собой не привез, но все рецепты выложены на новом сайте интернет igelösa.com. Спеллинг, я думаю, что мы выпытаем у нас ее во время перерыва. Вот там все рецепты для здоровой, полноценной жизни. Ага, вопросы? Во всех диетах говорят о количестве воды, которое необходимо пить. In many diets, there is a certain kind of demand on water consumption. What do you think about it? We suggest drinking as much water throughout the day as we can. We don't say you have to drink 4 liters, 8 liters. Достаточно естественный и позитивный ответ, что мы не выставляем какие-то требования по количеству литров, которые необходимо принять, но принцип очень простой. Потребляйте как можно больше воды. But we advise keeping a bottle of water next to you all the time, because one of the things, if you are trying to lose weight, especially using wellness products, besides the shakes, it's best not to drink your calories. So water is a good substitution. Простой совет, еще один совет, особенно когда вы на диете. Держите воду рядом с собой.
Это хорошее дополнение к Oriflame Wellness Shake, потому что часто происходит, что мы себя обманываем, пьем соки и другие компоненты и выпиваем дополнительные калории. Поэтому пьем воду столько, сколько хотим. Вот, и все. А по поводу меда, я услышала, что мед тоже не... Я переведу аудитории. Виолетта Целаковна спрашивает по поводу меда. Правильно я понимаю? Да, просто не слышно вас, я шучу. Да. Ага, какой вопрос? Ну, я так услышала, что это нежелательный продукт. What do you think about honey consumption? Somebody asked me about that earlier too, and I say more or less sugar is sugar. Меня сегодня уже об этом спрашивали, у меня ответ очень простой. Это близкая к сахару субстанция. So honey is better than some, but still we say all sugars should be in moderation, a little bit. Okay. Мед однозначно лучше, чем просто сахар, но все сахаросодержащие сладкие вещи должны быть под строгим контролем, скажем так. Окей? Может ли, такой вопрос от консультантов, при приеме коктейля наблюдалось некоторое повышение веса? Связано ли это с формированием обмена веществ в организме, а после можно ожидать... Можно я вам задам один вопрос, прежде чем спрошу нашего уважаемого гостя? Не повысилось ли потребление котлет во время этого? Я с вами согласна с вопросом, как бы есть конкретные вопросы. Может ли быть набор веса во время приема? Okay, question. If people start to use wellness shake, someone witness weight increase, how would you comment on it? I think it depends on how they use the shake. If they only Внимание, господа, извините. If they only add it to their diet, it's an increase in calories. Очень зависит, наверное, я все-таки был прав в своей шутке, что это очень зависит от того, как употребляется wellness shake. Если он просто является как бы добавкой к существующей диете, то это просто дополнительные калории. You need to make more changes. You need to make some small changes to your diet and exercise. На самом деле требуются некоторые изменения в структурировании диет. But you also have to give it some time. И, конечно же, следует быть немного более терпеливым. You saw the picture of me when I weighed over 150 kilos. Вы видели картинку, на которой я весил более 150. When I came to Eagleosa and changed everything overnight, literally overnight. И я изменился в Игелёзе, то есть поменял свои привычки практически за один день. I changed my exercise routine, my diet habits. Я поменял свои упражнения. Господа, я прошу прощения, очень тяжело, все устали. Если не интересно, скажите, что часть аудитории разговаривает, простите мне тяжело переводить. Хорошо? And it took 3 extremely long, hard weeks to start losing weight. Я практически изменил полностью свои привычки в один день в Игелёзе, когда я приехал. Я поменял свою систему упражнений, я поменял привычки в потреблении еды. И только лишь через 3 недели после этого я начал понемногу терять вес. Ага. Я хотел спросить о омега-3. Если омега-3 растительного происхождения. Do you know any sources of omega-3 out of plants? Out of plants, actually, flax seeds, walnuts are great sources. Орехи. Первого я не знаю. Лен. Можно пожевать лен. Я спросил, достаточно ли омеги-3 растительного происхождения в регулярном пище, или все-таки омега-3, ну, который у нас есть обязательно. Потому что это вопрос, который нам часто задают. Что человек источник омега-3 растительного происхождения. Достаточно ли? Если просто употреблять средний, так сказать, да, набор овощей, да? Okay. If you would consume on a daily basis just regular amount of vegetables, will you have needed supply of omega-3, or you need an extra from fish oil? If just from plants, plants don't typically contain many. But if you take it from, if you put in fish, if you put in avocados, if you include fish, especially fatty fish, mackerel, herrings, salmon, you get a lot.
I take the omega-3 supplement. I eat fatty fish throughout the week. I eat nuts. I eat all the things. But I take the omega-3 supplements too, to ensure. Ответ следующий. Он не прямой, но я скажу, что нет, недостаточно. Вот. И на самом деле, помимо того, что Мэтт употребляет и рыбу, вот, и употребляет авокадо, которое содержит, и другие омега-3 содержащие растительные компоненты, тем не менее, для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что он потребляет необходимое количество, он пьет еще и нашу омегу-3, да, наши pills. The same as I eat a large variety of different foods every day, but I still take a multivitamin every day, just to make sure I get everything I need. Я стараюсь разнообразить свой дневной рацион, сознательно к этому подхожу, но тем не менее, все равно мультивитамины я принимаю. Thank you. Сейчас еще один вопрос. Некоторые лидеры говорят, что если придерживаться инструкции, которая у нас в руководстве по wellness, все 10 пунктов в плане физической нагрузки, правильной еды и так дальше, то не нужно употреблять тогда шейк, потому что похудание будет само собой. Если можно, я отвечу, но не сейчас, в перерыве, что просто я не думаю, что Мэтт нам даст ответ на это. Да. В принципе, можно потерять вес, если позволите. Если вообще ничего не есть, да, пить воду, потерять вес. Нет, придерживаться всех тех позиций, которые есть, там 10 пунктов, кроме половинку завтрака там, и так далее. Это понижение калорийности еды. Но мы теряем очень важный компонент, это мой комментарий. Это непосредственный набор тех микроэлементов и сбалансированный набор жиры, углеводы, белки, которые дает шейк, дабы не было негативного стресса на организм. Потому что любое похудание, либо изменение диеты, как плюс, так минус, это стресс. Здесь это здоровый, плавный, нормальный, без потери, так сказать, и ущерба организму метод диетирования. Это мой комментарий. Я не думаю просто, что Мэтт следует отвечать на этот вопрос. Question. If you would have a wellness manual, and in this manual, it's set in steps that needs to be taken. Cut your meal in half, do a physical exercise, so on and so forth. If you would exclude wellness shake intake out of it, you will still gonna lose weight. So why it's so important to keep up taking wellness shake? That's a good question. The reason is because when you start cutting calories, dieting, eliminating amounts of some foods from your diet, you have the potential of lacking some of the things your body needs. Приятно, что я, не будучи доктором в медицине, ответил приблизительно то же самое. Что когда вы начинаете входить в режим диеты, вы урезаете свои калории. Соответственно, есть шанс достаточно высокий, что вы потеряете необходимые компоненты и недополучите те необходимые компоненты, жизненно важные в вашей дневной диете. The formula for the natural balance shake is designed to give your body what it needs. It was to give you, so if all you can take is natural balance shake, if you take 5 a day, you basically have all the essential things your body needs. И возвращаясь к базовым вещам, что wellness shake был изначально сконструирован, вот правильное слово, дабы дать нам абсолютно полноценное содержание всех необходимых веществ для хорошего правильного питания. В принципе, можно гипотетически отказаться от всего и 5 раз в день принимать шейк, и при этом мы получим, как люди, весь набор необходимых элементов для нормальной жизни. Ответили, да? Thank you. А? Да? Можно громче, пожалуйста? Okay, what your advice would be on vitamins intake? Should you take it every single day, or it should be some periods that you're taking, then skip out of your daily intake? How would you treat it? For me personally, I take one every day. Like I said, for ensuring, to make sure, as long as it doesn't have too much of anything, you can't get an overdose or reactions from things.
So obviously, I mean, if maybe you need to consult the doctor before taking if you have an issue, but otherwise, like I said, I get everything I need from my diet. I know this, but just in case one day, 1 week I don't, I take it. Если человек осмотрительный, он хочет быть уверен, вот поэтому он в принципе не делает перерывов в приеме витаминов, он принимает их каждый день. Рекомендует он следующее: если нет каких-то конкретных противопоказаний медицинских на те или иные микровитамины либо элементы, содержащиеся в перечне, то следует принимать, как бы вы здорово не питались и полноценно, витамины каждый день, потому что передозировки витаминов не будет. I can't personally think of anything easier to help my health than popping one pill first thing in the morning. Ну, проще, чем впадать в сомнение, проще съесть одну таблетку витаминов и знать, что ты однозначно покрыт с этой стороны, да, что все хорошо. Прошу. Рекомендуют делать 3 часа перерыв между приемом пищи. Это относится к тому, что после перекуса короткого, ну вот вырвалось, да, шея, тоже нужно 3 часа выдержать паузу, прежде чем... Позвольте вопрос, кто рекомендует? Ну, диетологи, питания, то есть выдержать дни. Okay. We have a common opinion in Ukraine, let's put it this way, that it's recommended to have kind of a 3 hours break in between food intakes. How would you, first of all, comment? Is it necessary to have 3 hours in between food intake, like snacks and a main meal, or it's not necessary? It's complete. Actually, I'd say it's individual. It's based on you. For me, I have a system where I eat every 2 to 3 hours, not exactly 3. У нас отношение к этому следующее. Это все рассматривается и исполняется на индивидуальном уровне. К примеру, он ест иногда каждые 2 часа, да, в зависимости от того, как он чувствует. Нет четких регуляций на этот счет. So I have main meals, normal time, 7, 12, 7, and then snacks in between as I need. В принципе, у него 7, 10, 12 часов и так далее. Да? Это его режим употребления. Нормально себя чувствует. Прозвучал вопрос: и ночью тоже? Это подкрадываться тихо ползком к холодильнику? During night time as well? Was the question. I actually do sometimes. I try not to eat at night, but if I need something. Иногда случается, он говорит, я стараюсь избежать ночных поеданий, но иногда голод заставляет. I can guarantee a natural balance shake is better than anything else I would grab at 3 o'clock in the morning too. Я вам могу гарантировать, что наш коктейль это лучшее, что можно, так сказать, съесть в 3 часа ночи, потому что это лучшая вещь, лучший выбор. Окей? Еще вопросы? Да. Какие рекомендации у Андрея по поводу приема алкоголя? Сколько можно вина, пива, водки? Okay, it's very sensitive question. Очень такой чувствительно деликатный вопрос. What your recommendation would be on alcohol intake? How would you treat this activity? I think everybody that we talk to at Eagleosa asked a question on alcohol. Все, кто был в Эгелёзе, спрашивал по поводу алкоголя. What about Queen? Я говорю, что по поводу королевы? Usually it starts with, can I have a glass of wine? But that's the first question. Our opinion is obviously, again, in moderation. Баланс. Управление и баланс. Умеренность. The best thing if you need alcohol, the best thing that we reach for, the best thing is red wine. Конечно же, лучшее, что можно рекомендовать, это красное вино. Dry. Yeah. Да. Sweet. And we go with the recommendations of, say, 2 glasses a day for men, 1 a day for women. Okay. I wouldn't call it recommendation, but balance. Okay. Я не буду называть это рекомендацией в прямом переводе, да, но в принципе такая, скажем, приемлемая, наверное, вот правильное слово, дозировка для мужчин это 2 бокала красного вина в день, для дам, пардон, 1 бокал. This is 3. For ladies. Glass 150 grams or 150? 150 миллиграммов.
Миллилитров, извините. Это в объеме, не в весе. Okay. And the last on our list of things we recommend, the lowest one, someone stay away from the most, is going to be, fortunately, tasty beer. И старайтесь как можно реже употреблять очень вкусное пиво. So I suppose if you don't like red wine, and you shouldn't drink beer, if you have to, a vodka from time to time will kill you. I didn't get it, sorry. I said, so if you have a choice between beer and wine, if you don't like wine, and the other choice is beer, a little vodka wouldn't kill from time to time. Окей. Он говорит, что в принципе, если вино не нравится, а пиво хочется, то на самом деле лучше 50 граммов водки хлопнуть. Если вино не нравится, а пиво полнит, лучше выпить водочку. Прошу. Okay, some questions related to kids. Okay. Применение wellness шейка и wellness pad может быть не полностью, а может быть частично, да, что-либо. Потому что комментарии по поводу до 3 лет вообще у нас как бы не акцентировалось внимание на группе детей до 3 лет. Но очень много вопросов, потому что витамины, которые представлены на рынке Украины, и в частности для... Я пытаюсь вашу докторскую запомнить для перевода. Они некачественные, поэтому многие мамочки спрашивают, можно ли wellness до 3 лет. Окей. This long question, to make long story short, could kids take wellness shake per se, young, small kids till per se 1-2 years old, 3 years old? Is it okay? Is there any counter? There shouldn't be anything dangerous with it. I can tell you that I've known plenty of parents who feed their kids I remember shakes at some 1 of year. the doctors Stig's daughter. Stig's daughter feeds her kids from 2 years, 1 to 2 years, the shakes. But usually just a half portion maybe. Лучшее доказательство тому, что детям можно принимать, скажем, там, конкретно я не могу сказать, это индивидуально. Но, к примеру, лучшее доказательство того, что детям можно, что дочь Стига, профессора, дает своему маленькому ребенку 2-летнему половинную дозу коктейля. Вот лучшее доказательство. Vitamins? Vitamins, I think you need to check With doctors. Лучше с педиатром, потому что там содержание микроэлементов, вес и так далее. I think vitamins are usually much older anyway. Да, и обычно витамины начинают принимать с более позднего возраста, потому что есть причины, да? Окей. Сейчас все, да, Лена? Окей. Внимание, друзья. Окей, это потом. Прошу. Вопрос был, да? У кого был вопрос? Забыли, да? Вопрос прозвучал из этого. Астаксантин в детях. Okay, what's about Squid beauty complex? Astaxanthin. Is it possible to give it to kids? Any... I don't know about the side effects. Никак не может комментировать, потому что нет понимания побочных эффектов. Ага, да? Внимание, друзья! Важная тема – водка, вино, пиво. И дети. И украинские женщины.